Миллионер по имени Ричард Крейн был известен не только своим богатством, но и высокомерием. Он владел огромной корпорацией, ездил на лимузине с тонированными стеклами и считал, что люди беднее его недостойны даже смотреть ему в глаза. В один из солнечных летних дней он вышел из своего офиса в центре города, чтобы пройтись до ближайшего кафе, как вдруг его взгляд упал на оборванного мальчика, сидящего у тротуара с картонной табличкой и грязным пластиковым стаканом. Мальчику было не больше 10, худой, с растрепанными волосами, в одежде, которая давно не знала стирки. Его звали Томми. Толпа прохожих проходила мимо, кто-то бросал пару монет, кто-то отворачивался, а кто-то просто не замечал. Ричард подошел, остановился и с ухмылкой посмотрел на мальчика сверху вниз. В его холодной голове родилась мысль — унизить. Показать, что богатство — это власть даже над теми, у кого нет ничего. Он жестом подозвал охранников и на глазах у прохожих потребовал, чтобы мальчик спел что-нибудь, якобы в обмен на $100. Люди остановились, кто из сочувствия, кто из любопытства. Кто-то начал снимать на телефон. Мальчик встал. Он выглядел испуганным, но в его глазах появилась искра не страха, а чего-то другого. Он закрыл глаза и начал петь. Слова были простыми, старый духовный гимн, который он помнил с тех времен, когда его мать еще была жива. Его голос не был натренирован, но в нем было что-то необъяснимое, чистота, боль, сила. Он звучал так, будто весь мир на мгновение остановился, чтобы слушать. Вокруг стало тихо, даже ветер, казалось, стих. Ричард замер. Его улыбка исчезла. Что-то дрогнуло в его груди, чувство, которое он давно не испытывал. Стыд. Он вспомнил, как сам, мальчиком, мечтал о сцене, пел перед зеркалом, пока не умер его отец, и мать не продала пианино, чтобы купить еду. Он вспомнил, как забыл свои мечты, заменив их цифрами, контрактами, отчуждением. Когда песня закончилась, никто не хлопал. Люди просто стояли в тишине. Ричард медленно подошел к мальчику, опустился на одно колено, достал не 100, а пачку денег и протянул ему. Но даже это было не главным. Он положил руку на плечо Томми и посмотрел на него с уважением. Не как на попрошайку, как на человека. С того дня жизнь Томми изменилась. Не благодаря деньгам, а потому, что его услышали. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.